Добрый день всем. Я Николай Недвораев, французско-белорусский пилигрим, который прямо сейчас приближается к точке завершения первой части своего маршрута по движению вокруг Франции. Первая часть — это Париж, Бордо, Брест, Канн и снова Париж. Теперь у меня неделя будет отдыха. Что сказать? 2 месяца у меня это заняло. 6 декабря я вышел, сегодня 6 февраля, ровно 2 месяца. Специально как-то не подгадывал, но так вот получилось, что как раз закруглился. Вышел 6, пришел 6. Да, прошел за это время порядка 1900 километров. Будет в конце видео фото моего маршрута, скринчик, который сделает мой друг Жемини. До конечной точки маршрута Шуйзи-Леруа, где живет мой друг, у которого я планирую недельку пожить. Не знаю, как получится. Остается километров 10. И пока вы любуетесь видами большого Парижа, расскажу, что я сделал то, что хотел. Прошел этот круг 1900 километров, так примерно и планировалось. Вот, то есть я молодец, но аппетит приходит во время еды. И я продолжу через недельную паузу я продолжу свое путешествие. Потому как пока я шел, аппетит приходит во время еды. Я пробил тему, оказалось, что есть точно есть 2 человека, которые проходили Францию вокруг, и один прямо сейчас вроде, ну или скоро, или уже начал, или может уже даже закончил, пытается ее пробежать. Вот, но эти 2 человека, которые обошли Францию, они стартовали в июне, а финишировали в декабре. А у меня, как под заказ, получился старт 6 декабря, а финиш получится примерно в конце мая, наверное, в середине мая, к концу мая, как пойдет. Вот, и я буду первым человеком, который должен это сделать. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. А если даже не первым, какая разница? Я буду точно первым белорусом, который это сделал. И раз пошла такая тема, хочется сказать, что хотел я, да, утереть нос этим 2 французам и вообще французам показать, что такое Беларусь, но, во-первых, сам я тоже как бы уже француз, да, если что, а во-вторых, без помощи других французов, которые помогали мне во время пути, потому что бюджет мой составил на 2 месяца 350 евро всего, и большую часть времени я шел прям вообще без денег. Поэтому merci beaucoup тем французам, которые мне помогали и в самые трудные времена, и в не очень трудные. Без вашей помощи вряд ли это произошло бы. Ну, по крайней мере, мне это далось бы гораздо труднее. Ну и опять же, раз пошла такая тема, это касается не только французов коренных, но и французов, которые выходцы из других разных стран. Марокко, Тунис, Алжир помогали мне, и Молдавия была, и Пакистан, и Афганистан, и Курдистан. Да, и курды помогали, и Корея проскочила, и Китай, и Камбоджа. Вот, и может быть кого-то еще забыл. По-моему, был Иран, да, даже Иран, по-моему, был. Короче, спасибо всем большое. Теперь по поводу следующего этапа. Следующий этап уже будет побольше. Он месяца на 3-3,5. Но там тоже будет отдых. Планирую зайти к некоторым знакомым, если получится. Вот, и надо будет немножко передыхать, потому что 2 месяца без остановок это очень напряжно на самом деле, да. Вот, поэтому, тем более тут 3,5, так что придется отдыхать. А маршрут будет следующим. Поездочком до Руана, с Руана до Лиля и с Лиля туда вниз до Монако, потом вдоль Лазурного бережка. Как-то, возможно, попробую другим маршрутом, потому что вдоль Лазурного берега я уже 2 года назад ходил. И потом подъем вдоль Пиреней туда к Бордо, и на этом, наверное, финиш. А может быть еще от Бордо тоже каким-нибудь другим маршрутом, потому что к Бордо я уже пешком шел от Парижа. Поднимусь тогда в Париж. И на этом будет вот закольцована Франция. Ну и, конечно же, надо не забыть сказать отдельное спасибо всем моим знакомым белорусам, которые кто словом, кто деньгами, кто делом помогали мне в моем пути. Так как я люблю сложные комбинации, то были в этом походе и сложные комбинации, поэтому нельзя не сказать нет отдельно вам. Спасибо большое.